Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду заниматься березовым соком. Каждый год обычно мы ставим березовый сок. Я его очень люблю и дети любят. Я закатываю его на зиму, добавляю сахар. Также в этот раз я добавляю лимон и мяту. Мяту я добавляю не всегда, но один год я уже пробовала с мятой и тоже такой необычный вкус получается, поэтому добавила. И я также из березового сока сделаю еще квас. Квас я беру просто березовый сок, добавляю немножко совсем сахара. Также на дно добавляю изюм, и таким вот образом у меня все квасится несколько дней, стоит в темном месте, потом уже получается очень вкусный квас. В этом году я думала, мы останемся без березового сока, потому что обычно заказываем его в лесничестве у нас в городе. Но в этом году что-то я вообще про него забыла, проморгала. И тут как раз сестра меня угостила где-то, наверное, 40 литров, примерно, может, чуть-чуть меньше. Вот она мне передала этого сока, поэтому я уже решила и закатать. Моя бабушка говорит, что в деревне они всегда готовили такой домашний квас из березового сока, и до сих пор она тоже любит его, готовит. Она просто добавляет на дно бутылки хлебные корки, сахара она тоже не всегда добавляет, но, говорит, очень получается кислый. В этом году она попробует добавить немножко уже сахара, тоже, говорит, получается очень вкусно. И в итоге у меня получилось 8 трехлитровых банок. На сегодня это все. И можно сказать, практически березового сока у меня не осталось, так как я еще угостила также свою бабушку и делала еще квас из этого. И сегодня я собираюсь ехать на свою квартиру, дальше убираться, расслабляться. Поэтому забросила дальше все дела, и мы отправились с детьми на автобус. Я сходила сейчас магазин Fix Price, купила вот такие вот губки. Они красивые. Буду отмывать кухню. Domestos для ванны, для туалета. Написано для всего. Так, туалетную бумагу, потому что закончилась, тут нет. Взяла вот такой вот персоль. Понравился мне типа кислородный отбеливатель. Вот такой вот скотч взяла. И вот такие вот перчатки хозяйственные, супер прочные. Мои как раз уже порвались, поэтому я новые взяла. Так, взяла в магазине сыр. Сегодня буду готовить морскую капусту. Вот такой вот чай. Мы любим Тесс, поэтому сюда беру. Здесь у меня брокколи. Буду сегодня опять с ней готовить. Так, взяла изюм. Хочу сделать квас с изюма. Куриную грудку одну филе детям. Им хватит этого, больше не беру. Много не беру продуктов, потому что тут нет холодильника. Так, конфетки это баба Надя дала. Взяла одну морковку. Вот такие вот сливки взяла. Сегодня буду готовить детям. И для начала я займусь приготовлением обеда для детей, так как я приехала в город вместе с ними. Отправляю вариться куриное филе. Пока оно варится, я нарежу лук, морковку, потом это все немножко прожарю, протушу, добавлю туда брокколи и также отварное уже куриное филе, сыр, и все залью вот этими сливками. Получится у меня такая вот подлива для макарон. To come over, I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say. Какой-то полноценной уборки у меня, конечно, сегодня не получилось, потому что я приехала с детьми, а дети, как известно, еще добавляют бардака, разбрасывают игрушки, поэтому приходилось еще и за ними убирать.
И не знаю вообще дальше, что будем делать, потому что квартира действительно захламлена, и вы мне постоянно пишете, да это просто моя мечта избавиться от всего этого хлама, который здесь имеется. Но дело в том, что квартира то не моя, а моего папы. Он здесь главный хозяин, и папа болезненно расстается со своими какими-то вещами, он мне не разрешает выбрасывать их. И если я избавляюсь, например, от какой-то вещи, как это уже бывало не раз, попытки, и на самом деле избавлялась, папа обязательно спросит, где вот эта вещь, куда она делась, и если я скажу, что выбросила, то это будет скандал, поэтому это все надо делать как-то незаметно. Ну и я нормально расслабиться без ведома папы не смогу, а с ним разговаривала я на эту тему, и как-то очень тяжело, поэтому я даже не знаю, что делать дальше. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me a hand. Вот такую вот коробку я раздобыла в магазине. Это была самая большая коробка, которая у них была. К сожалению, больше у меня нет коробок. И сейчас я буду убирать вот все, вот эту посуду с серванта. Буду ставить сюда. И заодно там тоже надо все промыть, вычистить. И убрать все в одну комнату у меня, наверное, просто-напросто не получится, потому что в спальне папа приволок какую-то кровать старую, и по-любому квартиранты не захотят такую односпальную кровать. Я думаю, они захотят привезти свою, поставить нормальную обычную кровать, поэтому я не знаю, куда это все девать. У меня просто не поместится вот это все барахло в одну спальню. И нашла тут такие вот тарелочки. Это когда-то салатницы я покупала, еще решила забрать себе в свой дом. Думаю, они мне пригодятся. И кроме того, за это время, пока меня не было, я отсутствовала, папа захламил балкон, который был единственный балкон свободный, который я еще когда жила, я его почистила, очистила, он его захламил. Причем такой хлам, знаете, очень тяжелый, это сантехника, какие-то запчасти, там настолько все много вот этого всего, что по-любому квартирантам надо тоже будет балкон, чтобы он был нормальный, чистый. В общем, если папа это как-то очистит, этот балкон и эту кровать, я не знаю, ее надо разбирать, то тогда, наверное, я буду сдавать эту квартиру. Если нет, то вообще я, наверное, ничего делать дальше не буду. Не буду ничего пробовать, сдавать, потому что это просто будет нереально. Никто не захочет брать такую квартиру, в которой столько много хлама, на балконе такие неподъемные вещи, которые я просто-напросто сама даже не подниму и не вынесу. Вот такой вот характер моего папы. И ничего с этим поделать нельзя. И не обошлось без жертв. У меня вот так вот разломался хрустальный бокал. Все уношу дальше в спальню. И сейчас буду кормить детей. И еще сегодня купила ручки 5 штук и также взяла стержни. Как-то я обычно беру ручку, потом стержень не покупаю, выбрасываю и опять новую ручку покупаю.
В детстве мы всегда меняли стержни, поэтому решила взять на всякий случай стержни, чтобы уже ручку не выбрасывать. Ярослав все жалуется, что у него ручка пишет как-то не так, как ему хотелось бы. Поэтому я уже взяла несколько штук, 5 штук на выбор. Ну, Стеша, естественно, себе вот эти выбрала. Она хоть в школу не ходит, но она уже готовится к ней. И продолжаю свою уборку. Я все отсюда выгрузила, перенесла в другую спальню. Теперь мне осталось здесь протереть пыль и промыть вот этот сервант. На этом уборка моя закончится. Больше тут пока что делать ничего не буду. Но дальше, даже если я не буду сдавать квартиру, все равно мне хочется, я давно уже хотела ее отмыть, вычистить, поэтому одно другому не помешает. И вот та орхидейка, которая стояла у нас на окне, я вам показывала в прошлом видео. Некоторые мне писали, что красивая, что надо забрать ее домой. И я как-то даже сама потом уже подумала, а может действительно ее забрать в дом. Но не тут-то было. Муж мой за это время пришел на квартиру и вот эту орхидею отдал нашей соседке, которая здесь на площадке живет. Так было неожиданно. Он мне ничего не сказал, просто сам ее вот так вот отдал. Теперь у меня без вариантов орхидеи больше нет. Все, я убрала сервант. Вот так вот помыла его. Теперь тут все чистенько, убрано. Книжки пока что остались вот здесь.